Запись уже началась. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим о простом действии – обслуживании аэрографа. Я знаю, что многие считают аэрограф полезным и удобным инструментом, но никому не нравится его мыть. Все почему-то думают, что это долго, перед сменой краски, либо после покраса, все это муторно и замедляет вас. Но это не так. Мыть аэрограф – это просто. Давайте начнем. Перед очисткой аэрографов, неважно какого производителя, они все похожи по своему конструктиву, нам понадобится немножко инструментов. Игла для чистки материального сопла, ёршики для более грубой очистки, специальные отвертки для разборки аэрографа, смазка для аэрографов, очиститель аэрографа, немножко ватных палочек и какая-нибудь емкость, можно простую баночку, либо специализированную для продувки аэрографа. Сначала я приступаю к грубой очистке. Заливаю наш очиститель в баллончик аэрографа, затыкаю сопло и даю воздуха. Даем немного пробурлить, пузырики внутри разобьют краску, застрявшую в корпусе, и стравливаю лишнее. На следующем этапе я разбираю наш аэрограф. Сначала кожух корпуса, затем вытаскиваем иглу, аккуратно, она довольно-таки хрупкая. Снимаю воздушное сопло, внутри у нас есть материальное сопло, оно может быть в вашем аэрографе на резьбе, у меня быстро съемное. Дальше откручиваю механизм курка. Вытаскиваем сам курок, клапан подачи воздуха. И в целом наш аэрограф разобран. В моей модели бачок для краски несъемный. Берем очиститель и ватную палочку, смачиваем ее. Я начинаю снаружи. Как видите, краска снимается довольно-таки легко. Очиститель подходит для акриловых красок. Также я почищу внутри и протру все обычной салфеткой. Очиститель акриловых красок на водной основе довольно-таки бережен, и поэтому мы не боимся за наши резиновые прокладки. Он их не растворит и не повредит. Почистив центральный корпус аэрографа, мы переходим к дальнейшей его разборке. У нас внутри есть гайка с уплотнением для иглы нашей. С помощью специальной отверточки, они продаются комплектами, мы ее снимаем. На моем аэрографе она выглядит вот так. Теперь берем ёршик и аккуратно прочищаем наш аэрограф. Это грубая очистка от засохшей краски. На первом этапе, когда мы поработали очистителем с давлением и пузыриками, мы эту краску размягчили и теперь ее отсюда, скажем так, выковыриваем. То, что осталось. Почистили. Должно быть на просвет видно нашу руку. Все, как видите, чистенько. Кожух иглы у меня чистый. Воздушный клапан ходит легко. Засора здесь тоже нет. Курок чистый. Пружинный механизм чистый. А вот коронка, как видите, грязная. Ее бы стоило почистить. Сначала я делаю это ватной палочкой, без лишнего фанатизма. Главное, чтобы внутри, в нашей коронке, не оставалось краски. Дальше берем уплотнитель нашей иглы и ватной палочкой, смоченной в очистителе, протираем от каких-то остатков краски. И теперь самый ответственный момент. Материальное сопло. Оно очень маленькое. И оно очень-очень нежное. Его легко повредить. Используйте только специальные иглы для этого. И будьте аккуратны. Нельзя сильно давить и, скажем так, по-простому ковырять. Сначала я делаю такие круговые движения. Я специально аэрограф для видео оставил с засохшей краской. Вычищаем всю гадость оттуда. Опять же, на первом этапе мы для этого с разбавителем аэрограф продуваем, чтобы вот эта краска засохшая немного подразмякла. Вставляю иглу туда и проворачиваю. Она специальной формы, как раз для этого. У нас не должно оставаться следов краски. Если чувствуете, что у вас внутри засохло много краски, и она просто так не хочет отдираться, то опять же внутрь загоняем немного очистителя для аэрографов и повторяем процедуру с помощью иглы. Игла должна заходить легко, без лишних усилий, и когда выходит из сопла,
не должно быть на нем краски. Игла должна оставаться чистой. Материальное сопло готово. Можно аэрограф собирать обратно. Извините, возвращаемся к аэрографу. Он у нас уже почищен и можно его собирать в обратном порядке. Я начну с уплотнителя нашей иглы. Эту небольшую резьбу мы смажем смазкой для аэрографа, кисточкой, которой мы не красим. То есть чуть-чуть смазываем, чтобы легче выходила и не закисала деталь. Дальше мы вставляем наш курок и механизм для курка. Смазываем резьбу немного. Много смазки не нужно, не борщите. Воздушный клапан тоже немножко смазываем. Вкручиваем. Дальше я вставляю иглу. Аккуратно. Нажимаем курок, чтобы она легко прошла внутрь. Вот, мы видим ее, что она вышла с другой стороны. Оттягиваем немного обратно, чтобы спряталась, но не до конца. Ставим прокладку материальной головы. В воздушную голову, как матрешку, вставляем материальное сопло. Опять же, у вас оно может быть на резьбе и прикручиваться к самому корпусу. У меня быстросъемная модель. Затягиваем, проводим иглу до конца, но сильно не нажимаем. Подтягиваем, закручиваем кожух-регулятор иглы. Наш аэрограф чист. На последнем этапе я подсоединяю его к компрессору, заливаю чистой воды и стравливаю воздух в очистительную банку либо в стакан. Тем самым я избавляюсь от последних остатков, которые могли внутри где-то задержаться, очистителя и каких-то мелких кусочков краски. Что ж, друзья, наш аэрограф готов, он чист. Данную процедуру каждый раз после каждого покраса проводить не надо. Я в основном это делаю после 3-4 покрасов, когда уже внутри где-то я вижу, что засохла краска, которая просто промывкой баллончика не убирается. После смены, например, цветов достаточно промывать его водой. Это уже такая капитальная чистка после нескольких покрасов. Что ж, не бойтесь красить, делитесь своими работами в комментариях в нашей группе ВК и Телеграме. Где-то здесь появляются имена людей, которые поддерживают проект. Большое им спасибо. И спасибо Джимскейлу за предоставленный очиститель. До новых встреч!